Великая плита рассвета осветила племя, стоявшее на краю широкого саванового леса. Тонкие полосы тумана тянулись меж мощных стволов древнего леса. Мы, племя Ахару, веками относились к кошачьим с почтением и страхом. Наши предки рассказывали истории о тяжеловесных саблезубых чудовищах, которые с легкостью скрадывали наших овцебыков и даже соперничали с нами за право быть первыми на охоте. Но сейчас, когда лес потихоньку отступал, земля предоставляла возможности. Огромные хомотериум, саблезубые кошачьи с зубами-ножами и длинными сильными лапами, водились здесь десятками тысяч лет назад. Они бегали по саване, срывая молодняк мамонтов или оленей. Мы научились охотиться на них не потому, что волосы росли у нас на голове гривами, а потому, что выживание требует смелости и хитрости. Помню, как наши вожди впервые встретились с таким зверем. Он лежал у воды, огромная кошка, перерезавшая пастбище молодняка. Мы пробрались ближе, притихшие. Мышцы ее лап дрожали от усталости. Мы увидели, как смутно отражались звезды в ее темной, почти угольно-черной шерсти. В ее пасти кровь крупного травоядного. Она была раненая, неспособная сражаться. Однако даже в таком состоянии она казалась нам богом, хищницей, перед которой надо было склониться, а не беспечно приближаться. Но наши ведуны увидели возможность. Они погрузили зуб саблезубой кошки в землю, оставив глубокую канаву. Затем они сделали обман, подложили останки тел другого животного рядом, чтобы отвлечь внимание. И когда кошка подошла к добыче, крики, стрелы и дрекольный шум загонщиков заставили ее в панике отбежать. Мы победили, и впервые в истории нашего племени добыли саблезубого монстра. Это был величайший пир, история которого передавалась из уст в уста. Наши охотники не были бессмысленными смельчаками. Мы изучали кошек. Хомотериум, как мы узнали, хотя это позже, через поколение, когда мудрецы племени смогли расшифровать древние наскальные узоры, имели длинные задние лапы, приспособленные к быстрому бегу, и охотились в группах, подобно стаям диких собак. Мы заметили, если разбежаться, можно запутать одну кошку и нанести удар копьями, направленными в грудь. Но урон должен быть точен. Только так можно победить. Несколько раз мы собирали группу охотников, вооруженных 4 длинными копьями, соединенными веревками. Каждый держал зазубренный наконечник, чтобы копья не вывалились, и, бросив их в кошку, отбирал ее шаг. Когда несколько копий вонзились одновременно, зверь падал. Мы обратили эти моменты в ритуалы. Победа над саблезубым кошачьим считалась символом общения с духами охотников. Нам, племенам, неведомы были слова палеонтология или фантазия научного мышления. Но спустя века наши потомки начали копать землю и находить кости хомотериум, их зубы и даже, как их называют современные люди, мумии, с шерстью и мышцами, сохранившимися в вечной мерзлоте. Они узнали, что они были реальны, и по ним узнали, насколько сложны были наши уловки. Они узнали, хотя у нас была только легенда, что 300 тысяч лет назад люди в Шонингене, в Германии, жили в одном ландшафте с саблезубыми кошками и использовали копья не только для охоты на травоядных, но и для обороны от крупных хищников, возможно, даже кулачные атаки в моменты самообороны. Мы отмечали годовщину победы над ночным царем котов. Огромное событие. Яркие костры, хоры охотников, исторические рассказы у костра. Как зверь зарычал, как его копья пронзили, как он упал. И даже жен охотников плели венки из шерсти, которую нашли на шкуре на месте падения. Со временем мы поняли, наша борьба не просто борьба за еду, а борьба за место в мире. Даже спустя тысячи лет символика остается.
Сильная кошка — это вызов, страх, уважение и, в конце концов, победа, заключенная в коллективных усилиях и мудрости. Ученые сейчас говорят, что ранние люди не просто ждали падших хищников, а активно охотились и защищались от них, формируя охотничьи тактики, объединяясь в группы и используя язык и орудия. Испытанные веками стратегии, описанные в легендах, подтверждаются археологией. Смерть каждой кошки — это не только праздник, но и память. Вождь нашего племени, старый Хаат, рассказывал, как в юности потерял брата на охоте. Кошка не убежала, как ожидалось. Она прыгнула прямо на него, и он, защищая других, принял удар на себя. Тогда впервые мы поняли, что победа над саблезубым хищником — это не триумф одиночки, а боль и долг целого рода. С тех пор у нас появилась традиция. Каждый охотник, убивший кошку, делал зарубку на костяной дощечке, но если кто-то погибал, дощечка ломалась пополам и клалась на вершину холма. Так и рождались святилища павших, усыпанные осколками костей и когтями. Мы верили, что дух кошки, побежденный, продолжает охранять нас в ночи, если мы помним цену победы. Были и другие истории, не только об охоте, но и об уважении. Иногда кошка подходила к лагерю не для атаки, а из любопытства. Старейшины говорили, что такие звери — посланники Великой Матери Земли. Один раз, по преданию, кошка пришла к стоянке и села рядом с плачущим младенцем. Она не тронула его, только улеглась рядом, словно оберегая. Мать боялась подойти, но ведун сказал: «Не бойся, она страж. Сегодня дитя избранное». Мальчик вырос и стал великим охотником. Он не убивал кошек, он наблюдал за ними, изучал. Говорили, что он научил племя ловить след кошки и двигаться, как она, бесшумно, точно, терпеливо. Так наша охота стала более тонкой, почти как танец. Мы уже не бежали за зверем с криками, а подкрадывались, как хищники. Кошка научила нас быть, как она. Одна из самых известных легенд нашего племени — охота на белую тень. Говорили, что это была последняя великая саблезубая кошка, окутанная древним светом, с глазами цвета ледяной воды. Она появилась в самую долгую зиму, когда голод прижимал всех. Шкура ее сияла в лунном свете, как снег. Трое братьев пошли за ней. Они не вернулись. Тогда четвертый брат, калека, с изуродованной ногой пошел один. Он не был сильным, но был мудрым. Он не стал преследовать ее, а оставил ей дары: мясо, пепел и фигурку кошки, вырезанную из кости. Через 3 ночи кошка пришла сама. Умерла у костра, старая, изможденная. Люди говорили, что это был дар. Человек принес уважение, и природа ответила. С тех пор вождь племени всегда носил на шее белый коготь, знак договора с хищником. Прошли поколения. Кошки стали редки. Некоторые говорили: мы истребили их. Другие, что они ушли в другой мир, туда, где человек не ступает. С тех пор мы охотились на оленей, бизонов, лосей. Но каждый год, в ночь самой длинной тени, мы собирались у огненного камня и вспоминали кошку. Мы рисовали ее на скалах, обводя контуры углем и охрой. Мы пели песню без слов, только ритм и дыхание. Это был наш способ сказать: мы помним, мы уважали, мы боялись, мы учились. Некоторые ведуны говорили, что кошка вернется, но не с клыками и когтями, а в других формах, в глазах наблюдающего, в тени за деревом, в мягкой поступи лесного зверя. И каждый, кто не забудет урок кошки, будет ходить по земле в равновесии с миром. Сегодня, спустя тысячелетия, археологи находят наши кости рядом с их, спутанные, иногда вместе в одной могиле. Они ломают головы, пытаясь понять,
Что здесь произошло? А мы знаем. Мы были равны. Мы сражались. Мы учились. Мы жили вместе. И это не просто борьба с хищником. Это история двух великих существ, стремящихся выжить и нашедших путь через кровь, боль и уважение.